Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам фильмы из франшизы Крик, которые у меня есть. Всего с русским языком в разных форматах выходило 5 фильмов из данной франшизы. И все эти 5 фильмов у меня есть. Сегодняшнее видео будет относительно короткое, поэтому я начинаю. И первый фильм, это, конечно же, первый фильм, который выходил и на VHS, и на 4К Blu-ray, и на DVD, и на Blu-ray. Из этих форматов данная картина 96-го года у меня есть на DVD. Специальное черное издание от West Video. Такое вот издание. Но также данное кино есть и в формате 4К. Это слип от издания. А вот и само издание. Диск без накатки, простой серебристый. И то, что спереди это был внутренний арт, обложка перевертыш, а основная обложка была вот такая, к данному изданию. И также к данному изданию идут карточки. Точнее, одна карточка с календариком в год выхода данного издания, 2022 год. А остальные с таким вот изображением сзади, а также с кадрами из фильма. Постер картины. Персонажи данного фильма. И одна из первых сцен данной картины. Данный фильм, как я сказал ранее, вышел в 1996 году и имеет оценку 7,3 на сайте Кинопоиска и 7,4 на сайте IMDb. Это самый высокооцениваемый фильм из франшизы. Такие вот два издания. То есть у меня есть как 4К, так Blu-ray. Это минус 4К Blu-ray в том, что там русская дорожка в формате 2.0, а на DVD дорожка 5.1. Такая вот разница. Далее, спустя 1 год, в 1997 году, вышел второй фильм франшизы «Крик 2», в котором возвратились почти все те же самые актеры, в том числе Нив Кэмпбелл, который играет роль Сидни Прескотт. Также у нас специальное черное издание от West Video. И данный фильм выходил только на VHS и на DVD. В более высоких форматах с русским языком данное кино не выходило. Фильм «Крик 2». И он имеет оценку 6,8 на Кинопоиске и 6,3 на сайте IMDb. «Крик 2». Далее, через 3 года, в 2000 году, вышла третья часть, «Крик 3». Опять же, DVD, специальное черное издание от West Video.
Опять же, актриса Нив Кэмпбелл исполняет роль Сидни Прескотт. И данной картины оценки снизились. На Кинопоиске он имеет оценку 6,4, а на сайте IMDb самую низкую среди фильмов франшизы 5,6. Вот, возможно, оценки просели, поэтому долгое время данную франшизу не продолжали. И поэтому следующий фильм вышел только спустя 11 лет, в 2011 году. Это фильм «Крик 4». Все эти 4 части снял режиссер Уэс Крейвен. И «Крик 4» был последним его фильмом. Здесь присутствует также внутренний арт с героиней. И в данном издании также идут карточки. Так они выглядят сзади. А спереди есть у нас кадры из фильма. Это у нас призрачное лицо, Ghostface. Главное лицо данной франшизы, с кем она ассоциируется. И данная картина вышла в 2011 году и имеет оценки 6,1 на Кинопоиске. То есть на Кинопоиске по сравнению с предыдущими фильмами оценка четвертой части ниже. А вот на сайте IMDb четвертая часть имеет оценку лучше, чем третья. Это 6,2. Такая вот четвертая часть. И, наконец, последняя часть, которая выходила с русским. Это «Крик» 2022 года. Или «Крик 5». Он выходил с русским языком только в формате 4К Blu-ray. И то только за рубежом. У меня присутствует такое вот издание американское. Здесь как сам фильм, так и дополнительные материалы к данной картине. Также данный фильм я смотрел в кинотеатрах, когда он выходил. И это как бы мягкий перезапуск франшизы. То есть как старые персонажи, как та же самая Сидни Прескотт в исполнении актрисы Нив Кэмпбелл. Но также и присутствуют новые, которым как бы играют более главную роль в данной картине. И данная картина была успешна в прокате. И оценки были выше, чем у четвертой части. Это оценка 6,2 на Кинопоиске и 6,3 на сайте IMDb. Это, как сказал, последняя часть, которая выходила с русским языком. Также есть шестой фильм, который вышел в 2023 году. У него тоже оценки сравнимые с пятым фильмом. Такие вот 6 изданий 5 фильмов данной франшизы у меня есть в коллекции. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.